Сегодня в программе подробности о тайном следствии в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свидетели продолжают вызываться к следователю накануне допроса их в суде. И что там происходит, остается тайной. Политолог Андрей Пиантковский о том, кто и почему дает сигнал прокурорам. Все, что у нас с тех пор происходит, вот этот капитализм путинских друзей, он требует держать Ходорковского в тюрьме. На минувшей неделе в ходе допроса свидетелей случилось то, что журналисты представляли как сенсацию. Выяснилось, в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева тайно ведутся некие следственные действия. Однако многих удивила реакция судьи. Виктор Данилкин четко дал понять: ни слова о новых делах, иначе могут быть приняты санкции за разглашение тайны следствия. Заявление защиты о недопустимости ангажированности председательствующего, а также попытки придать гласности важные сведения встретили активный протест со стороны обвинения. Так совпало, что в этот же день президент Дмитрий Медведев говорил как раз о суде, а именно о том, что нужно стараться способствовать его авторитету, даже если мы понимаем, что он несовершенен. Однако, что нужно делать, если суд несовершенен, ничего сказано не было. Сегодня в студии пресс-центра об этом и не только об этом мы поговорим с адвокатом Михаила Ходорковского Натальей Тереховой и политологом Андреем Пиантковским. Здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос Наталье Тереховой. Вас удивила реакция судьи? Вообще, как это можно объяснить с точки зрения закона, профессионализма, этики? Вы знаете, она не столько удивила, сколько, очевидно, и возмутила. Заявление свидетеля о том, что за 2 дня буквально до допроса она побывала в кабинете у следователя, осталось не только без внимания суда, но и суд выразил свой яркий протест против вопроса, в связи с какими обстоятельствами свидетель приглашался к следователю и не оказывалось ли на него давление. Безусловно, это нарушение закона. Андрей Андреевич, ваши впечатления? Как вы восприняли то, что происходило? Но я вообще достаточно регулярно хожу на процесс в течение последних месяцев. И я заметил некие психологические изменения в поведении судьи и обвинения. Ну а что особенно меня поразило, это возросшая агрессивность обвинения, причем не в плане каких-то правовых аргументов, а вот в демонстрации личной неприязни или просто даже ненависти. Особенно этим отличается госпожа Ибрагимова. Вы даже посвятили ей статью? Да, может, мы даже об этом немножко и поговорим. Они потерпели абсолютное интеллектуальное поражение в поле правовых процессуальных дебатов. И защита, и сами обвиняемые, которые блестяще себя ведут, несломленные абсолютно люди с мужеством, они просто размазывают их по стенке. И вот, видимо, и чувствуя, и осознавая невозможность что-то противоставить, так сказать, в правовом поединке, и получив с самого верху, и не только от Путина, а теперь от Медведева, очевидный сигнал безнаказанности, но ему задали традиционные вопросы о возможности помилования Ходорковского. И вот этот наш новый государь-освободитель, знаток римского права, чистыми своими глазами, смотря в телевизионную камеру, сказал откровеннейшую ложь, что помиловать заключенного можно только в случае его публичного покаяния и в случае его личного обращения с просьбой о помиловании. Это противоречит просто статье Конституции, которая прямого действия и четко дает президенту право помилования, противоречит целым рядом подзаконных актов. Вы упомянули мою статью, я позволю себе сравнить госпожу Ибрагимову. Тут нет ничего личного, просто это ваше наблюдение. Сопоставление исторических процессов политических 1937 года и этого процесса, который, безусловно, является политическим. Легенда тех процессов, звезда сталинских показательных процессов – это Андрей Януарович Вышинский. Таким коньком Андрея Януаровича была обязательная демонстрация личной ненависти к обвиняемым.
угрозы, оскорбления, причем перемежаемые с такими попытками иронии и сарказм. Андрей Ильич был, конечно, законченный мерзавец, но он был блестящий образованный человек, университетский профессор, и все эти речи, которые кончались расстрелять как бешеных псов, они просто все-таки произносились на очень грамотном русском языке и с соблюдением всех приемов и искусства риторики. У госпожи Грабимовой, кроме демонстрации вот своей крайней неприязни к обвиняемым, ничего содержательного нет, а просто какой-то бессвязный набор фраз, в которых очень трудно уловить подлежащее, сказуемое. Адвокаты не раз заявляли о странных параллельных следственных действиях и вбросе материалов в нынешний процесс. Вот какова технология и какие конкретно вещи, какие факты пытаются обвинение вбросить сейчас в процесс? Вы знаете, под предлогом расследования других уголовных дел происходит следствие, мы считаем, и по настоящему делу. Свидетели продолжают вызываться к следователю накануне допроса их в суде, и что там происходит, остается тайной, потому что нам не дают возможности это выяснить. Был и наглядный такой вот пример уже у нас в суде, когда мы заявили о том, что нет документов, свидетельствующих о приобщении тех доказательств к материалам уголовного дела. Лахтин сказал, что принесем. Ну вот это вообще, я считаю, что просто вот какая-то бессовестная позиция стороны обвинения, которая нарушает, прежде всего, права обвиняемых на их защиту. Ну, безусловно, чтобы не ознакомить, прежде всего, защитой и не предоставить доказательства, оправдывающие подсудимых, хотя и обвиняющих доказательств они представить не могут фактически. Ходатайство, которое заявляется стороной защиты, отклоняются по одному основанию, не имеется правовых оснований, а все ходатайства, которые удовлетворяются со стороны обвинения, также мотивируются только одним – приобщить, точка. Следствие себе придумало замечательную игрушку, то есть вот это виртуально существующее, я по-другому не могу сказать, материнское дело 184103, и нам оттуда периодически представляет доказательства. То есть какая-то матрица такая получается. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому вот когда везде в интернете, в средствах массовой информации появилось третье дело Ходорковского, мы же говорим не об этом. Мы не говорим о новых обвинениях. Мы говорим о параллельно идущем расследовании, что запрещено. Следствие закончилось, представьте все материалы защитникам, обвиняемым и отправьте все материалы в суд. А что происходит? Следствие идет. Сейчас процессуально вы можете на это повлиять? Юридически вы можете использовать какие-либо инструменты, чтобы вот по ходу процесса вмешаться в эту историю? Мы регулярно это делаем. Мы заявляем ходатайство. Мы заявляли ходатайство первоначально о возвращении дела прокурору. Мы заявляем ходатайство, в котором и возражения, и на действия председателя, которые никак на это не реагируют. Мы используем все процессуальные возможности. Судья молчит, судья безмолвствует, он все это внимательно слушает, никак не реагирует. А мы никак не реагируем вот на эти выпады, потому что нет желания превратить процесс в базар. У нас совершенно другая цель – установить истину по делу. Такую цель не преследуют представители другой стороны.